Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я покажу, как правильно и быстро приготовить традиционное турецкое блюдо менемен. Для менемена нам понадобится одна луковица среднего размера. Насчет лука хочу сказать так, если вы не любите лук, можете просто его не класть в блюдо. Сами турки иногда спорят, менемен с луком или менемен без лука. Обычно говорят так, если вы готовите менемен на завтрак, то без лука. Если это будет обед или ужин, то с луком. Но я лично всегда кладу лук, потому что я считаю, что с луком намного вкуснее. Потом нам понадобится перчик. Где-то перчика 3, наверное, можно использовать. Смотрите, в Турции обычно используют вот такой вот сиври бибер, но он очень такой вот жгучий, с ним нужно быть осторожно. Иногда он бывает очень острый. Поэтому я буду использовать вот такой вот. В Турции он называется кыл бибер. Он такой вот тоненький, он сладенький. Где-то штучки 3-4 возьму и, наверное, одну все-таки вот такую вот перчинку остренькую возьму. Иногда в менемен кладут даже вот красный перец, который называется капья в Турции. Еще для менемена нам понадобятся помидоры. Я возьму 3 крупных помидора. Насчет помидор хочу сказать, сейчас конец сентября месяца, в Турции самые вкусные сейчас помидоры, самые доступные по цене, время заготавливать помидоры. А самые вкусные помидоры, конечно же, у нас на Украине. И если вас интересует, чтобы у вас на огороде были самые вкуснейшие помидоры, то покупайте семена у моей подруги Светланы Сметаны. Если вам интересно, то пишите в комментариях, и я вам вышлю ее контакты. Значит, как я уже сказала, 3 помидора, 3 яйца, и, конечно, соль и специи по вкусу. И для украшения, по желанию, зелень. Я буду использовать зеленый лук. Итак, приступим к приготовлению менемена. Для начала я кладу где-то 2 столовые ложки растительного масла. Я использую оливковое масло. По желанию можете использовать подсолнечное масло. И также хочу сказать, что в Турции часто используют сливочное масло, то есть столовую ложку растительного, столовую ложку сливочного масла. Но я считаю, что менемен именно прекрасен в своем вегетарианском варианте, потому что это такое витаминное блюдо, есть яйца, протеин, то есть прекрасное начало дня, когда вы будете сыты, но не будете чувствовать тяжести от каких-то продуктов животного происхождения. Но все зависит от вашего вкуса. Если вы любите более калорийные блюда, тогда вы можете добавить сливочное масло, и часто в Турции добавляют суджук. Как вы видите, я начала одновременно нарезать лук, то есть не очень мелко, не очень крупно, такими кубиками я нарезала эту луковицу. И сразу кладу лук обжариваться в масле, а тем временем буду нарезать перец. Тоненький перец нарезаю тоже такими кружочками, не очень мелкими, но и не очень крупными. А жгучий перчик я все-таки удалю семена, чтобы убрать немного саму остроту. И тоже нарезаю. Как только я нарезала перец, я сразу добавляю его к луку. Перемешиваю и оставляю минутки на 2, на 3 тушиться, пока я приготовлю помидоры. То есть все делаю параллельно, и поэтому блюдо готовится очень быстро. Смотрите, помидоры перед тем, как нарезать, я очищаю. Это нужно сделать обязательно, потому что не совсем приятно, когда в готовом блюде будут попадаться шкурочки от помидор. Если желаете, можете залить просто кипятком на 5-10 минут и потом таким образом удалить шкурочки. Я очистила и мелко буду нарезать. И сразу добавляем помидорки в лучок и перчик. Смотрите, лучок с перчиком уже подрумянился. И
вот так вот добавляю 3 мелко нарезанных помидора. По желанию помидорки можно натереть на терке, тогда сам мен-мен, он будет более такой вот, ну, как бы кремовой консистенции. Иногда я так тоже делаю, но все-таки больше мне нравится, когда вот есть такие вот мелкие кусочки помидоров. И когда помидор нарезан, он все-таки немного как бы обжаривается, ну, все-таки под другой вкус. А когда на терке натерт, тогда, ну, чуть-чуть вот как бы вкус отличается. Но я делаю 2 варианта, и так, и так. Ну, сегодня вот я нарезала так вот мелкими кусочками, и в принципе так правильней. На этом этапе я добавляю соль, ну, где-то пол чайной ложки турецкой. Ну, наша это, наверное, чайная ложка 3/4 чайной, нашей чайной ложечки. Ну, соль, конечно, все добавляют по вкусу. После того, как я добавила соль, я накрываю крышкой и на медленном огне даю возможность помидорам протушиться. Они дадут сок, и вся смесь, вся масса мен-мена будет такая вот более кремообразная. Пока готовится наша смесь из перца и томата, у нас есть время 5-7 минут, чтобы подготовить зелень для украшения. Я просто мелко нарезала лук. Ну, а также подготовить сами яйца. Я разбиваю их просто вот так вот отдельно в тарелочку. Но многие яйца сразу разбивают в смесь мен-мена. Ну, так как у нас яйца не домашние, мы покупаем в магазине. Ну, с магазинскими яйцами все может быть, поэтому разбиваю сначала отдельно в тарелочку и смотрю ну, на качество яичка. Свежие яйца должны, ну, не должно быть никаких вкраплений, чтобы они были свежие и пригодные, потому что, ну, всякое может быть. Прошло 5 минут, овощная смесь выглядит вот таким вот образом. Ну, смотрите, помидорчики должны быть мягенькими, не должно быть твердых кусочков. Они пустили сок. Вот такой вот консистенции, видите? Но мен-мен не похож на нашу яичницу с овощами или овощной омлет. Он все-таки должен оставаться вот таким вот жидким блюдом. Почему, я вам покажу немного попозже. Но также слишком много сока томатного не должно быть. То есть сейчас я считаю, что еще многовато сока. И еще немного, вот, ну, минутки 2-3 я открываю крышку, чтобы испарилась лишняя влага. Вот, подождем еще минутки 2. На этом этапе некоторые добавляют вот приправки. Допустим, можно добавить такую вот жгучую паприку. В Турции это пул-бибер. Но я добавлять его сейчас не буду, я его добавлю уже в конце, как бы для украшений. И в Турции на этом этапе иногда добавляют еще томатную пасту. Но это только в том случае, если томатная паста у вас своего домашнего изготовления, то есть для улучшения вкуса, не магазинную томатную пасту. Но я считаю, что сейчас как раз сезон помидор, и поэтому они очень вкусные, с ярким таким выраженным вкусом, кислинкой, поэтому томатную пасту сейчас добавлять не нужно. Но если вы будете делать это блюдо зимой, то желательно немного добавить, ну, буквально на кончике чайной ложечки можно добавить томатной пасты. Кстати, раньше я думала, что название этого блюда происходит от английского слова man, man и man. То есть это мужчины, которые готовят это блюдо, когда рядом нет женщин. То есть man и man, два мужчины, которые готовят такое вот себе блюдо, потому что рядом с ними нету женщин. Но это, конечно же, совсем не так. Потом я узнала, что мен это есть такой маленький городок в провинции Измир. И, скорее всего, что, наверное, это блюдо родом оттуда. И оно совсем, ну, не такое простое, как кажется сначала. Но это очень вкусное, сытное, полезное. Но самое главное, его очень быстро можно приготовить. Теперь можно уже вливать яйца. После того, как мы влили яйца, сначала нужно осторожно вот так вот размешать сам белок.
Здесь смотрите сами, если вы не любитель белка, можно изначально перемешать. Ну и здесь я уже вижу, что белок в принципе схватился, и я немного размешиваю и сам желток. И в таком виде накрываю крышкой и даю менемену где-то минутки 2 доготовиться. Ну, вот так вот выглядит, в принципе, уже практически готовый менемен. Видите, жидкости все-таки не должно вот быть особо много сока или масла лишнего. Масса должна быть вот такой влажной, но в то же самое время густой. Ну и самое главное, белок не должен быть прозрачным. И желток должен тоже приготовиться. Как бы уже можно выключать, в принципе, газ и накрыть еще крышкой. И дать время еще блюду минутки 2-3 постоять. И теперь о самом главном. В Турции менемен едят прямо из сковороды или той посуды, в которой он был приготовлен. Так вот прямо на стол и ставят под низ подставочку или тарелочку. Часто его готовят в медной посуде. И едят его не ложками, не вилками, а хлебом. Вот таким вот турецким хлебом. Отламывают кусочек. Турецкий хлеб не режут, отламывают кусочек и набирают менемен хлебом вот таким вот образом. Ну и это все кушают. Очень вкусно, çok güzel. Но, конечно, если вы следите за вашим весом и не употребляете хлеб, то вы вполне можете кушать менемен и вилочкой. То есть, как бы, это не будет нарушением какого-то этикета. Вы можете положить его себе на тарелочку и вполне себе вот так вот вилочкой. То есть, менемен можно кушать вилкой. Я так тоже иногда делаю. Но, как видите, это что-то среднее между яичницей с овощами и овощным омлетом. Такое вот традиционное турецкое блюдо, которое едят на завтрак, на обед и на ужин. Так что, друзья, если вам интересно, то подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, в котором я покажу, как я делаю специальную консервацию из помидора и перца для менемена, чтобы зимой можно было открыть баночку и наслаждаться вкусом спелых сезонных помидор в этом прекрасном блюде. Все, до скорой встречи и афiyet olsun, приятного аппетита!